Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю торт Килиманджаро. Рецепт из интернета. Торт меня привлек таким своим необычным дизайном. Ну и вспомнились детские стихи из Айболита. Он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро. Торт получается нежным, вкусным, красивым. Готовится совершенно несложно. Давайте готовить. Для бисквита нам понадобится 5 средних куриных яиц, 130 грамм муки, 180 грамм сахара, 50 грамм сливочного масла, 30 грамм какао-порошка, 5 грамм разрыхлителя для теста и пакетик ванильного сахара. Пакетик это 8 граммов. Сливочное масло растапливаем и даем подостыть. Смешиваем муку, какао-порошок, разрыхлитель. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по всему объему и бисквит поднимался ровно. А затем просеиваем. Готовить бисквитное тесто я буду без разделения яиц на белки и желтки. Поэтому в чашу миксера разбиваем куриные яйца целиком. Всыпаем ванильный сахар. Устанавливаем насадку венчик. И постепенно подсыпая сахар, взбиваем куриные яйца в легкую, воздушную, светлую массу. Взбиваем довольно долго. Она должна вырасти в объеме 2-3 раза. Стать воздушной, светлой и настолько плотной, чтобы яичной массой можно было рисовать. То есть след от теста не должен стекаться сразу. Он должен оставаться видимым в течение нескольких секунд. И только после этого можно вводить смесь муки и какао. Вводим в 3-4 приема аккуратными складывающими движениями. Лопаточкой двигаемся снизу вверх, от краев к центру, чтобы максимально сохранить тот объем, которого мы достигли взбиванием яиц. В общем, все как всегда. И в последнюю очередь вмешиваем сливочное масло. Чтобы масса легче соединилась с бисквитным тестом и сразу же не осела на дно чаши, я сначала смешаю масло с 2-3 столовыми ложками теста и затем аккуратными складывающими движениями введу в основное бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит был ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он примерно 35-40 минут. Первые 20 минут дверцу духовки не открываем, иначе бисквит может осесть. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем остыть. Охлаждать бисквит можно в перевернутом виде. Когда бисквит остынет, его можно вырезать из формы. Для этого тонким ножом проходимся вдоль стенок формы. Форму снимаем. Вот такой высокий бисквит получается в результате. Перед тем, как разрезать бисквит, ему нужно дать выстояться. Желательно разрезать его не ранее, чем через 4-5 часов после выпечки. Бисквит высокий, поэтому его с легкостью можно разрезать на 3 коржа. Верхний корж должен быть чуть тоньше. Этот корж мы будем разрезать на 12 частей. Желательно, чтобы верхний корж был максимально ровным. На сервировочную тарелку кладем первый корж. Из среднего коржа вырезаем середину, таким образом, чтобы остались стеночки толщиной примерно в 1,5 см. Вырезанную середину пока откладываем. Стеночки аккуратно кладем на корж. Устанавливаем кондитерское кольцо. Тот корж, который у нас будет сверху,
делим на 12 равных частей. Для крема нам понадобится 400 грамм йогурта, 400 грамм жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. Большая банка консервированных персиков. Вес банки 850 граммов. 15 граммов порошкового желатина и 50 грамм сахарной пудры, либо по вкусу. Персики отцеживаем и крупно нарезаем. В результате у нас получаются персики и сироп. Сироп мы будем использовать для замачивания желатина и для пропитки коржей. Отделяем 150 мл персикового сиропа, всыпаем желатин и оставляем на некоторое время, чтобы желатин набух. Коржи пропитываем персиковым сиропом, пропитываем нижний корж. Этому коржу я, как правило, даю самую щедрую пропитку. Пропитываем средний корж. Разрезанный корж я пропитываю только у основания. Узкую часть, вот этот кончик треугольника, я не пропитываю, чтобы он не размок и не отвалился при сборке торта. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки. Поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Сахара можно взять по вкусу. Можно добавить больше, можно добавить меньше, можно не класть вовсе. Очень желательно сливки не перебить, не переработать. Сливки должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Набухший желатин аккуратно прогреваем, чтобы он полностью растворился. Напомню, что до кипения доводить желатин нельзя, иначе он может потерять свою силу. Обычно желатин нагревают до температуры примерно 60 градусов Цельсия. Соединяем желатин и йогурт и затем аккуратно вмешиваем взбитые сливки. Я буду вмешивать миксером, но коротко, быстро, на малых оборотах. Вот такой легкий, воздушный и очень вкусный крем получается в результате. В крем я добавлю примерно 2/3 всех нарезанных персиков, 1/3 отложу. Эти персики я выложу сверху на торте. Выкладываем примерно треть всего крема, так чтобы он заполнил чашу и возвышался горочкой. Укладываем нарезанный корж, укладываем плотно, чтобы все кусочки поместились. И таким образом поджимаем кремом. Сверху аккуратно выкладываем вырезанную середину, подравниваем и устанавливаем оставшиеся кусочки бисквита. Аккуратно горочкой выкладываем оставшийся крем. Сверху укладываем отложенные персики. Я сниму кондитерское кольцо, чтобы подровнять торт, но можно этого не делать. Торт подравниваем, возвращаем кольцо и убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы крем полностью застыл. Для оформления низа торта нам понадобится буквально 50 грамм шоколада. Половину шоколада я нарубила ножом, а оставшуюся половину растоплю. Растопленным шоколадом я промажу низ торта. Не буду промазывать сразу весь торт, буду промазывать частями. И просыпать тертым шоколадом. Перед подачей верх торта украшу сахарной пудрой. И наш торт готов. Торт получается очень нежным, легким и очень вкусным. Вот так симпатично он выглядит в разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам
тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.